Смотрите, да, и самое, наверное, главное, то, что мы это все не придумали. То есть это реальные исследования, реальные данные, реальные научные факты, которые мы использовали в своей работе. То мы это сделали буквально там за несколько минут. То есть если бы я сам пытался сделать такой доклад, такую информацию, где-то найти источники, прогуглить, либо найти эти исследования для того, чтобы доказать, что это все именно так и работает, то я бы потратил не знаю сколько количество недель или дней. А здесь мы со всем этим справились буквально за несколько минут. Благодаря тому, что мы использовали искусственный интеллект, в данном случае это был чат GPT, плюс мы все это смогли систематизировать, то есть привести в удобный формат, с которым может ознакомиться теперь каждый. Привет, меня зовут Игорь Зуевич, и моя основная задача — это помогать предпринимателям, блогерам, фрилансерам, маркетологам и вообще любым людям использовать искусственный интеллект для того, чтобы экономить на этом огромное количество денег, времени и усилий. В сегодняшнем видео я вам покажу, как можно проводить какие-то исследования, как можно ссылаться на те исследования, которые уже были проведены, для того, чтобы подкреплять информацию, которую вы выдаете, реальными исследованиями и ссылками на эти исследования. Скорее всего, это будут использовать эксперты, предприниматели, школьники, блогеры для того, чтобы ссылаться и показывать, что это реально доказано. В качестве нейросети я в данном случае буду использовать чат GPT, буду использовать 4-ю версию, плюс использовать специализированных GPT-агентов, которые мне помогут найти ссылки на необходимые мне исследования. В этом видео я выберу то, что беспокоит огромное количество людей на нашей планете. Это тема с похудением, то есть тема со здоровьем. Значит, смотрите, мы сейчас все готовимся как бы к лету. Мы хотим выглядеть хорошо, хотим не просто выглядеть хорошо, а то обилие информации по похудению, которое сегодня есть, например, в тех же рилсах, в тиктоках, в шортсах, оно просто вводит, на мой взгляд, в заблуждение. То есть один говорит, что интервальное голодание — это круто, второй говорит, что это плохо. Один говорит, что принимание ванн с ледяной водой — это отлично, а другой говорит, что нет. Один говорит, что в кофе 0 калорий, другой говорит, что можно выпивать по 10 кружек кофе, и вы наоборот будете улучшать свое здоровье. Поэтому я решил не слушать различных экспертов, я хочу найти информацию, где реально подтверждено какими-то фактами с исследовательскими статьями, где были проведены определенные работы именно по теме похудения, по теме диеты. Меня сейчас эта тема беспокоит, поэтому я в нее и окунусь. Значит, я захожу в чат GPT 4-ю версию. В первую очередь мне необходимо найти GPT-агента, который имеет доступ к научной базе исследований. Значит, есть такой GPT-агент, заходим в Explorer GPT. Конечно же, я сейчас сначала проверю, не подключены ли у меня какие-нибудь пользовательские настройки, для того, чтобы ничего нам не помешало, и мы работали с чистым GPT-агентом. Напомню, что пользовательские инструкции позволяют нам использовать чат GPT в качестве определенных ролей. То есть он позволяет сразу же показать, чем в данном случае мы будем заниматься. У нас есть специальный телеграм-канал, в котором собрано больше 250 различных пользовательских инструкций. То есть здесь есть и доктора наук, здесь есть и фитнес-тренеры, здесь есть и дизайнеры, и таргетологи, и рекламщики, и маркетологи, и диетологи, нутрициологи, тренера по физической подготовке и различные, соответственно, другие образы, которые могут принимать чат GPT, от бухгалтера до заканчивая предпринимателя. И вы все эти, соответственно, образы можете вводить непосредственно в пользовательские инструкции. За счет этого ваш чат GPT будет уже намного сильнее, чем вы работаете с обычным чат GPT. Также у нас есть большая база промптов, и большинство промптов, которые я здесь буду использовать, запросов к чат GPT, они взяты, соответственно, с нашей большой базы промптов. У нас на данный момент больше 5000 различных промптов на русском, английском языке, адаптированные под различные задачи, под искусственный интеллект. И если вы хотите, соответственно, перейти и попасть в нашу базу знаний, ссылка находится под этим видео в разделе «Закрепленные сообщения». Есть ссылка на мой телеграм-канал. Там есть вся подробная информация о том, как получить доступ к большой базе промптов и образом для искусственного интеллекта, для чата GPT. Хорошо, я проверил, что у меня пользовательские инструкции пусты,
Поэтому я могу сейчас перейти в Explorer GPT и найти GPT-агента, который занимается научными исследованиями. Есть такой GPT-агент, называется Consensus. Это, если переводить вот на русский язык, это помощник по исследованию искусственного интеллекта, помощник на основе искусственного интеллекта по исследованиям. Больше 200 миллионов научных статей из Consensus, получаете научно обоснованные ответы, составляете проекты с точными цитатами. То есть мы можем не просто оперировать какими-то данными, говорить, что вот так, а не иначе. А мы можем подтверждать эти данные фактами. То есть вот было проведено исследование такое-то, такое-то в таком-то году, где там-то оно опубликовано, и, соответственно, по результатам этих исследований было выявлено то-то, то-то. Смотрите, у него больше 4 миллионов чатов. Это, ну, на мой взгляд, это один из самых больших чатов в поиске и анализе, в исследовании и анализе информации. Он на первом месте, рейтинг 4,3, достаточно высокий рейтинг, учитывая то огромное количество пользователей, которые, соответственно, с ним взаимодействуют. Поэтому нам нужен именно этот чат, нам нужен именно этот GPT-агент. Мы его выбираем, и мы будем рассматривать тему именно похудения. Смотрите, значит, я хочу для начала выяснить, насколько полезно периодическое голодание для нашего здоровья, для нашего организма. То есть на эту тему тоже уходит огромное количество слухов, мифов, и я бы хотел сразу же эти слухи, мифы развеять и, соответственно, узнать, насколько полезно интервальное, ну, либо периодическое голодание для нашего здоровья. И смотрите, он мне тут же выдает ответы, что интервальное, либо периодическое голодание и улучшает сердечно-сосудистое здоровье и дает мне ссылку на результат того исследования, которое было проведено. Я могу просто кликнуть по этой ссылке. Так, что-то оно у меня не кликается. Вот. Ну ладно, метаболическое преимущество, вот эта ссылка. И здесь я тут же попадаю на сайт Consensus, где написано, когда и где было проведено это исследование. Вот 21 августа доктор Паттерсон, метаболический эффект от прерывистого голодания, то есть, ну, грубо говоря, от интервального голодания. И здесь, соответственно, есть научная статья по этой теме, есть цитаты, которые можно использовать, соответственно, в вашем докладе, в вашей работе. И, то есть, у нас есть полноценная ссылка на то, что сейчас узнаем, как это правильно выглядит, что периодическое голодание способствует снижению веса, улучшению уровня инсулина, глюкозы, а также поможет улучшить метаболическое здоровье. То есть мы не просто этой информацией владеем, мы не просто знаем, что понимаем, что это так и есть. У нас есть научная статья на эту тему, а это намного сильнее, что там кто-то сказал за забором, что интервальное голодание позволяет организму улучшить метаболизм. Значит, хорошо, мы увидели некоторую информацию. Сейчас вдаваться в подробности не будем, потому что это все для примеров. Вы можете использовать для себя, для своей ниши, для своего направления, для своей темы и выбрать то, что интересует вас. В данный момент в качестве примера я привожу это. Значит, хорошо, я еще хочу узнать, насколько интервальное либо периодическое голодание, насколько безвредно для моей продуктивности. Например, я хочу голодать, я хочу интервально питаться, но при этом я боюсь, что я потеряю ту продуктивность, которая, соответственно, у меня здесь есть. Я не хочу слушать каких-то там рилс-экспертов, которые мне об этом будут говорить. Я хочу нормальные данные с исследованиями, которые были проведены, как это влияет. Соответственно, смотрите, да, он мне сразу говорит, что негативное влияние на когнитивные функции. Исследование показало, что периодическое голодание может негативно повлиять на кратковременную память и вербальные способности, что может косвенно указывать на ухудшение концентрации. То есть, грубо говоря, скорее всего, моя продуктивность от этого будет страдать. И здесь я уже принимаю решение, да, вот у меня есть данные, я принимаю решение, стоит мне использовать этот метод или нет. Если мне
стоит использовать этот метод, то я, соответственно, погружаюсь и начинаю изучать этот вопрос дальше. То есть с помощью вот такого способа мы можем изучать что угодно и находить исследования, которые были проведены не где-то в Гугле, да, что там кто-то где-то написал, какой-то копирайтер за 100 рублей написал пост, который адаптирован под SEO и даст вам какую-то информацию, да, что вот так вот, а никак иначе. Здесь у нас есть реальные исследования, ссылки на которые здесь тут же указаны. Влияние на внимательность и производительность. Другое исследование обнаружило, что внимание и производительность могут ухудшаться в дни голодания из-за увеличения уровня отвлечения, хотя прямой связи с голодом не обнаружено. То есть, скорее всего, здесь имеется в виду, что я хочу есть, и я на это буду отвлекаться. За счет этого у меня мое внимание, моя производительность, оно снизится, оно будет хуже. На сколько процентов, скорее всего, я узнаю, соответственно, в этой научной статье. Хорошо, значит, что дальше я могу сделать? Я на основе этих данных, то есть я принял решение, например, да, мне нужна эта технология, я хочу это использовать, эту технологию. Что я дальше делаю? Я хочу на основе этих данных собрать себе план тренировки и план питания для того, чтобы, соответственно, использовать уже эти моменты в своей, соответственно, работе, в своей жизни. Но при этом я хочу улучшить определенные показатели. Вот это реально моя сейчас задача, что я хочу улучшить, либо увеличить свою выносливость, но при этом я не хочу сильно перегружать мой организм. То есть я на основе того, что вот эти вот, что периодическое голодание может помочь мне снизить вес и улучшить мое там сердечно-сосудистое здоровье, метаболические преимущества получить, но при этом я не хочу потерять концентрацию внимания, я не хочу потерять продуктивность, но я хочу улучшить свою выносливость. Я прошу, соответственно, искусственный интеллект, чтобы он мне подготовил план тренировок для того, чтобы я не потерял я улучшил выносливость, но при этом не расходовал огромное количество энергии и мой организм, соответственно, не перегружался. И он мне уже на основе тех данных, научных статей, которые он видит здесь, он мне на основе этого проделывает мне план тренировок. Очень круто. То есть он выделяет день на отдых, на активный отдых, он выделяет день на растяжку, на плавание, на интервальную тренировку. То есть он мне готовит план программы, по которой я, в принципе, могу работать. Но этого мне, например, мало. Я хочу еще получить от него план питания. План питания. Запрос звучит примерно так же, что мне нужен план питания, при этом мне необходимо, чтобы у меня оставалась энергия и моя продуктивность не пострадала. И он мне на основе того, что я изначально выбрал научные статьи по одной тематике, он мне расписал план тренировок. Сейчас он мне расписывает полноценный план питания, который я могу использовать в своей жизни, в своей работе. И он мне расписывает непосредственно план питания. Завтрак, перекус, обед, полдник, ужин, перед сном и другую информацию. Сейчас я еще у него хочу уточнить. То есть он мне дает направление, как я могу, соответственно, использовать все то, что он мне здесь расписал. Я его могу, конечно же, задать там уточняющий вопрос, спросить там, насколько это все калорий, там еще что-то. Но мы сейчас поверхностный анализ делаем, когда вы делать будете уже для себя, вы уже будете там задавать какие-то дополнительные вопросы. Хорошо, я сейчас еще его попрошу сделать мне расписание одного дня, как я все могу использовать в своей жизни. То есть мы делаем пока расписание не на неделю, а для того, чтобы он максимально дал концентрацию, я прошу его сделать расписание дня, как, соответственно, я могу принимать пищу, как я могу тренироваться на основе интервального голодания. Давайте посмотрим, как он с этой задачей справится. И он мне выписал расписание на один день, как я могу, соответственно, использовать это все. Что я сейчас могу сделать? Я могу просто взять и распечатать это расписание, но мы с вами пойдем чуть-чуть дальше. То есть в этом расписании уже учитаны данные по исследованиям, в этом расписании уже учитаны данные по активности, физической активности, по питанию. И это, на мой взгляд, намного проще, намного круче, чем мы бы просто им написали: напиши мне расписание для того, чтобы там похудеть там на какое-то количество килограмм. Но я хочу пойти дальше и хочу еще попросить его, чтобы он мне
показал, что в этой программе, на что в этой программе мне делать упор, то есть какие показатели мне необходимо, как это правильно сказать, за какими показателями мне необходимо следить для того, чтобы все было в норме, то есть чтобы мой организм был в норме и чтобы я придерживался, соответственно, этого плана. И он мне начинает расписывать, смотрите, физическая активность, питание, здоровье, самочувствие. То есть основные показатели, которые я должен отслеживать. То есть это физическая активность, питание и здоровье и самочувствие. Значит, для того, чтобы все это привести в какую-то более-менее приятный вид, для того, чтобы я мог, например, по блок-схеме, либо по mindmap карте отслеживать все эти данные, все эти показания, не забывать это все делать, я воспользуюсь еще одним дополнительным GPT-агентом. Сейчас я вам покажу, мы можем воспользоваться им прямо здесь. Но, к сожалению, когда я замечал такую штуку, когда мы внутри одного GPT-агента вызываем другого GPT-агента, то они начинают между собой как-то не... какие-то ошибки возникают. Поэтому я лучше возьму вот эти данные, которые он мне написал по показаниям, которые мне необходимо отслеживать, и загружу их, соответственно, в другого GPT-агента. Значит, смотрите, мы заходим в другого GPT-агента. Для этого мы переходим в Explorer GPT и выбираем здесь GPT-агента, который позволяет строить диаграммы. Это один из самых популярных на сегодняшний день GPT-агентов, который позволяет строить достаточно хорошего качества диаграммы. Значит, мы в него вгружаем промпт. Создай мне mindmap и выгружаем, соответственно, тот запрос, те данные, которые нам необходимо отслеживать. И после этого сейчас он нам буквально там за несколько минут, за несколько секунд создаст полноценную mindmap карту, либо диаграмму, либо блок-схему. Сейчас посмотрим, что он нам выдаст. Да, смотрите, он нам создал вот такого вот вида схему. Сейчас я ее увеличу для того, чтобы мы могли смотреть. То есть отслеживание прогресса здоровья, физическая активность, длительность, тип тренировки, записывает ежедневно интенсивность тренировок, очень отмечает после каждой тренировки шаги, отслеживание ежедневно через устройство, питание, здоровье, самочувствие, программы, технологии отслеживания, потребление калорий, баланс макронутриентов, потребление воды, качество сна, уровень энергии, настроение и эмоциональное состояние записывать регулярно. То есть я благодаря тому исследованию, тем исследованиям, которые были проведены, я создал себе план тренировок, я создал себе план питания, я составил себе расписание, и я понимаю, какие показатели, какие данные мне необходимо отслеживать для того, чтобы все это работало и чтобы всего этого я мог придерживаться. На мой взгляд, очень удобно на подобные исследования, либо на подобный поиск какой-то тренировки я потратил огромное количество времени, а здесь мы с вами справились, вот даже записывая это видео, мы с вами справились буквально за сколько у нас, 10-15 минут. Если бы я это все делал один и без камеры, то я бы, наверное, справился чуть быстрее, может быть, где-то что-то добавил, подкорректировал. Но теперь, благодаря искусственному интеллекту, мы можем становиться намного продуктивнее, мы можем тратить на поиск и исследование малое количество времени. И это реальные данные, которые мы можем брать, ссылки на которые в своих докладах, в своих каких-то, может быть, спорах, да даже для себя. То есть мы провели для себя исследование и узнали, насколько то периодическое голодание, оно полезно либо вредно для здоровья, как оно влияет на концентрацию нашего внимания, на продуктивность. То есть здесь все данные уже выверены и найдены с помощью определенных исследований, ссылки на которые мы всегда можем приложить. И на самом деле это очень удобно. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно посмотрите мои другие видео про искусственный интеллект. Подпишитесь на телеграм-канал, ссылка, которая находится под этим видео. Там огромная база материалов про искусственный интеллект. С вами был Игорь Зуевич. Поставьте лайк, напишите комментарий. Они реально помогают продвижению этого видео. Пока.